Привет, друзья! В предыдущей серии по созданию турбореактивного мотоцикла я делал различное вспомогательное оборудование. В том числе была сделана самая сложная и самая интересная, на мой взгляд, часть реактивного двигателя – это камера сгорания. Теперь все механизмы нужно собрать воедино, чтобы все это можно было назвать полноценным реактивным двигателем. Для этого необходимо создать некую раму, которая объединит все узлы и агрегаты и заодно будет являться испытательным стендом, ведь в ближайшее время нам предстоит измерять тягу этого реактивного двигателя. Поехали! По поводу рамы я не стал сильно заморачиваться и сделал ее просто из дерева. Но сделана она таким образом, чтобы помимо испытательного стенда быть еще болидом Унимота для соревнований в гонок Унимота в классе Rockets, то бишь ракеты. Суть этих соревнований заключается в том, что ты должен сделать аппарат, на котором проедешь 31 метр за минимальное время. Иными словами, это соревнования на ускорение. Эти соревнования проходят в рамках зимнего мотофестиваля Snow Dogs. А значит, аппарат должен быть рассчитан ездить по льду. По условиям соревнований, такой аппарат должен иметь всего лишь одно колесо. И вот друзья мне подарили вот такое вот классное колесо. Это, скорее всего, от какого-то скутера. И обратите внимание, что у него сразу уже есть дисковый тормоз, что очень упрощает дело. Не придется самому чего-то там выдумывать. И поскольку ездить придется по льду, все это колесо я нашпиговал шурупами по дереву. Тема эта очень хорошая, проверенная, работать точно будет. К этому колесу я приделал специальные опоры-уголки, с помощью которых оно сможет крепиться к раме, и надежно притянул его шурупами по дереву. Вообще, знаете, очень удобно, когда рама деревянная, все можно сделать на шурупах. Да и, честно говоря, вес получился просто смешной. Теперь, когда рама готова, на нее можно установить двигатель и рассовать всякое там обслуживающее оборудование. Поскольку двигатель у нас реактивный, он точно должен располагаться сзади. С самого начала устанавливаю камеру сгорания. Я заранее побеспокоился и приварил к ней необходимые крепления. Наверное, это смешно выглядит, но камера сгорания у меня крепится тоже шурупами. На самом деле это оказалось очень удобно. В комментариях к предыдущей серии, когда я строил камеру сгорания, мне потом многие писали, что это не двигатель, это просто горелка. Ну, конечно, горелка. Двигателем она станет, только работая в паре с турбиной. И вот пришел тот самый момент, чтобы соединить камеру сгорания с турбиной, чтобы все это наконец-то стало полноценным реактивным двигателем. Обратите внимание, что я сделал гибкое соединение турбокомпрессора с камерой сгорания. Это нужно для того, чтобы скомпенсировать тепловые расширения. И вот так это все выглядит. Теперь, за исключением некоторых нюансов, это полноценный реактивный двигатель. Что ж, теперь давайте займемся нюансами. Помните, в предыдущей серии, когда я строил камеру сгорания, я использовал форсунки и сказал, что для них требуется дополнительный поток воздуха. Чуть-чуть большего давления, чем давление в камере сгорания. И вот что я придумал. Турбокомпрессор накачивает воздух в камеру сгорания по вот этой вот трубе. И как вы уже заметили, здесь имеется крутой поворот. Поскольку скорость потока воздуха здесь довольно-таки велика, по законам инерции у крайней стенки будет наивысшее давление. Вот отсюда-то мы его и будем забирать с помощью вот такого вот отвода. Теперь осталось этот отвод соединить с вон той вон трубой. Я раздобыл вот такой вот красивейший синий шланг. Вы не смотрите, что он пластиковый, он держит 16 атмосфер. И насколько я понимаю, турбокомпрессоры моего типа не способны развивать давление больше 2 атмосфер, поэтому все в порядке. Теперь давайте установим топливный бак. Кстати, ширину этой деревянной рамы я подбирал таким образом, чтобы туда как раз умещалась вот эта канистра. Через проделанное сверху отверстие устанавливаем горловину для залива топлива. Кстати, у этой горловины две функции. Первая — это, конечно, чтобы было удобно заливать керосин, а вторая — чтобы удерживать этот топливный бак без каких-либо дополнительных креплений. Хочу напомнить, что у моей топливной системы две магистрали. Первая — это для подачи керосина в камеру сгорания, а вторая — воздушная для регулирования давления этого топлива в зависимости от давления воздуха в камере сгорания. Сразу же давайте зальем керосинчику и проверим, как работает насос.
Никаких нареканий к топливной системе у меня нет, поэтому я сразу присоединяю топливную магистраль к камере сгорания. Ну и, конечно, регулирующую воздушную магистраль. Теперь давайте установим масляный насос. Помните, в предыдущей серии, когда я делал этот масляный насос, я сделал два отвода для измерения уровня масла. Так вот, задумка очень простая. На эти отводы я просто одеваю прозрачный шланг. И по закону соединяющих сосудов в этом шланге будет такой же уровень масла, как и в масляном баке. Когда я создавал масляный насос, я не знал, какая мощность двигателя нужна для прокачки всей этой системы. Поэтому я просто взял максимально большой двигатель, который нашел на металлоприемке. Любая масляная система любого двигателя должна иметь масляные фильтры. Я собираюсь использовать обычные автомобильные бензофильтры, так как они совершенно ничем не отличаются от масляных фильтров. Там внутри просто сложная бумага. Я решил использовать сразу 3 фильтра в параллель. Во-первых, потому что масло гуще бензина, а во-вторых, чтобы вся эта конструкция являлась как бы радиатором для охлаждения масла для подачи его на турбину. Масляные магистрали я решил сделать из нержавеющих труб, чтобы они тоже работали как радиатор и, хоть немного как-то охлаждали масло. В подающей магистрали я еще сделал врезку для манометра. Должен сказать, что подача масла является критической системой для турбины. Если вдруг по каким-то причинам пропадет подача масла на полном ходу, время жизни турбины сократится до нескольких секунд. Поэтому нам обязательно нужен манометр, чтобы постоянно контролировать давление в системе. После того, как масло прошло через подшипники турбины, его необходимо вернуть в свой бак. Поэтому я подобрал шланг большого сечения и организовал этот канал возврата. Ну вот, теперь наша масляная система полностью готова. Можно двигаться дальше. А далее я собираюсь установить блок зажигания. Поскольку ему придется находиться рядом с самой горячей частью двигателя, я решил сделать ему отражающий теплоэкран. Прозвучало это, конечно, очень круто, но я просто приклеил зеркальную фольгу с другой стороны блока. Она-то и будет отражать все тепловое излучение. Теперь можно этот блок зажигания установить на свое законное место. Когда я был на металлоприемке, среди всякого авиационного мусора мне приглянулся очень симпатичный блок связи. Насколько я понимаю, это из кабины какого-то вертолета. Разумеется, я его оттуда забрал, так как мне понадобится какой-то пульт запуска для моей ракеты. Я привел его в порядок, полностью разобрал, покрасил и начал переделывать под свои нужды. Поскольку этот пульт теперь будет управлять различными двигателями и токи будут большие, я решил установить водный автомат. Знаете, так, на всякий случай. Далее я долго копался в его внутренностях, так как переделывать пришлось практически все. А вообще, знаете, мне очень нравится всякая там авиационная техника, она очень отличается от промышленной или бытовой. Все, что там применяется, обязательно высококачественное. И вообще все сделано как-то по-другому, как-то иначе. Вот сейчас я хочу вас удивить и отдельно показать, как выполнена лицевая сторона этого пульта. На черную поверхность пульта накладывается вот такая вот пластиглазовая прозрачная пластина, на которой, как вы видите, нарисованы все надписи. Это сделано для подсветки. Устанавливаем ее на свое место, и сверху она накрывается вот такой вот металлической черной пластиной, которая с другой стороны покрашена в белый. Это для отражения света. Все это стягивается миниатюрными винтиками. В разных частях пульта располагаются цоколи для подсвечивающих лампочек. А теперь самое интересное. Посмотрите, как они выглядят. Здесь используются лампочки накаливания какого-то совершенно мне незнакомого типа. И помещаются они в специальный стеклянный цоколь какого-то, очень приятного рубинового цвета. Чем мне нравится вся эта советская техника, здесь нет никаких клипс или защелок, которые вечно ломаются. Здесь все собрано на старых добрых винтах. На всей авиационной и космической технике ответственные тумблеры всегда защищают специальными рамками, чтобы исключить случайного переключения, там зацепился рукавом или лбом перещелкнул. После сборки я подключил этот пульт управления и тщательно проверил все, что я там внутри напаял. Но главная магия произошла, когда я выключил свет и зажег подсветку.
Камера, конечно, не передает правильно весь спектр, но это очень красиво. Я минут 10 просто смотрел и наслаждался тем, как все это светится. И хочу сказать, что никакие современные светодиоды не способны дать такой ласковый и приятный красный свет. Я, конечно, не могу утверждать точно, но я не удивлюсь, если те стеклянные цокли действительно сделаны из рубинового стекла. Ну что ж, покайфовали и хватит. Пора этот блок управления установить на ракету. Я сделал вот такую вот специальную рамку для крепления этого пульта управления и крепим ее к раме посредством тех же самых шурупов по дереву. А теперь можно прикрепить и сам пульт управления. Ну вот с пультом управления и разобрались. Вы только посмотрите, как симпатичненько получилось. Честно говоря, мне очень нравится, когда куча всяких выключателей, ничего не понятно, выглядит это как-то по-особенному круто. Теперь нам нужно сделать какой-то руль. Он нужен не только для того, чтобы за него держаться, на нем будут располагаться еще различные органы управления. Должен сказать, что этот руль на самом деле рулить не будет. Он будет просто жестко прикреплен к раме. Соревнование этих болидов происходит по прямой, поэтому рулить там, собственно, и не нужно. Для управления двигателем, разумеется, нужна ручка газа. Я нашел вот такой вот толстенный кусок пластиглаза и горячей струной вырезал оттуда нужный мне кусок. Это будет диэлектрическая платформа для контактов. Затем я нашел какое-то старое советское реле и выдернул оттуда электрические контакты. Обратите внимание, что у них на конце есть огромный кусок с чистым техническим серебром. Раскладываем все эти электрические контакты на диэлектрическую пластину и получается вот такой вот пирог. Затем я взял первую попавшуюся какую-то шестеренку и припаял к ней кусок меди. Эта медная пластина и будет воздействовать со всеми этими контактами. Вот, собственно, сам регулятор двигателя и готов. Осталось просто прикрепить его к рулю. Далее идет вот какой нюанс. Мои электромагнитные клапана сделаны из автомобильных форсунок, и они рассчитаны на импульсный режим работы. Если на них просто подавать 12 вольт, они будут очень сильно греться. Да и кроме того, просто потреблять лишний ненужный ток. Поэтому я провел небольшое исследование и определил, что эти электромагнитные клапаны устойчиво срабатывают уже при 5 вольт. И подобрал необходимые балластные резисторы. Каждый резистор будет работать со своим отдельным электромагнитным клапаном. Затем я взял черенок от лопаты и отпилил от него кусок. Это у меня будет ручка газа. Из куска алюминиевого провода я сделал некое подобие тяги, чтобы соединить ручку газа с регулятором. И вуаля, готово. Ну и разумеется, еще нужно поставить возвратную пружину. Ну и все, ручка газа готова. Руль можно установить на свое законное место и, разумеется, закрепить шурупами по дереву. Уж не знаю, насколько удобно будет на всем этом ездить, но в любом случае этот аппарат же не рассчитан для дальников, так что я думаю, на этот счет можно сильно не париться. Во, чуть не забыл, надо же установить тормоз. Куда же мы без тормоза? Ну вот, все необходимое оборудование создано, установлено. Теперь нужно все эти системы объединить воедино, сделать, так сказать, обвязку. И следующие несколько вечеров я провел, путаясь во всяких там проводах и наслаждаясь запахом канифолии. После того, как необходимый монтаж был выполнен, нужно было все это дело как-то подаккуратить. И все эти десятки метров проводов я решил собрать в единый жгут, обмотав их изолентой. На что ушло почти полкило изоленты. Но зато теперь не рябит в глазах от всего этого хаоса. По условиям соревнования, если ты слетаешь со своего аппарата, двигатель должен немедленно заглохнуть автоматически. Поэтому я сделал вот такую вот чеку. Если ее выдернуть, обесточивается вся топливная система. Я аккуратненько разложил всю проводку по раме и нежнейшим образом приколотил ее гвоздями по всей длине. Подключаем питание блока зажигания, подключаем все электромагнитные клапаны, которыми, кстати, управляет наша ручка газа. И раз уж сюда пришли, подключаем высоковольтный провод свечи зажигания. Кстати, именно из-за его длины блоку зажигания пришлось располагаться у горячей части двигателя. Источником питания всей ракеты будет вот этот мотоциклетный аккумулятор. Нужно сделать ему специальную рамку, чтобы крепить его к аппарату. Недавно мне посчастливилось купить аппарат для точечной контактной сварки. Я давно о таком мечтал. И вот сразу же нарисовался случай его опробовать.
Сразу хочу сказать, что это первая железяка, которую я попробую им сварить. Через 10 минут все было готово. Но как-то я был не очень доволен тем, что получилось. В общем, пока не могу назвать себя гуру подобного вида сварки, и поэтому для надежности на всякий случай подстраховал всю эту конструкцию обычной сваркой-полуавтоматом. В общем, штука эта, конечно, хорошая, но для нее нужно будет еще руку набить. Ну да вернемся к нашим пирогам. Красим сделанную рамку, устанавливаем ее к раме. Теперь можно устанавливать аккумулятор. Ну вот, друзья, все и готово. Все необходимые узлы созданы, теперь нужно провести, так сказать, пусконаладку. Уже из названия понятно, что это означает. Нужно запустить каждый агрегат по отдельности и вместе, проверить, как работает управление, какие режимы протекают, посмотреть давление, токи и прочее. Ну и, конечно, по возможности найти и устранить возможные проблемы. Подключаем аккумулятор. У меня есть вот такие клещи, но они не совсем обычные. Они способны измерять постоянный ток. Включаем всю систему. Так, стоп, что-то не работает. А, точно, у нас же есть вводный автомат. Вот другое дело. Охлаждение турбины у нас производится маслом, поэтому для контроля температуры масла вживил еще вот такой вот цифровой термометр. А это, собственно, его датчик. И раз уж я заговорил про термометр, давайте с него и начнем проверку. Немного разогреваем датчик зажигалочкой и видим, что показания термометра резко пошли вверх. По мере остывания датчика температура плавно падает. В общем, система работает. Датчик помещаем на дно масляного бака. Пусть там живет. Кстати, по току. Просто подсветка и термометр уже берут 400 мА. Дальше система зажигания. Срабатывание превосходное. По звуку понятно, что искра там точно имеется. Что по току? Ага, 4 ампера. Ну что ж, неудивительно. Теперь топливный насос. По звуку слышно, что он работает, но чтобы вменяемо замерить потребляемый ток, его нужно включить под нагрузкой. То есть нужно заправить бак керосином. И да, раз уж будем проверять топливную систему, сразу заодно проверим и срабатывание всех электромагнитных клапанов. Запускаем топливный насос. В режиме холостого хода в камере сгорания сразу работают 3 форсунки. И мы видим, что бензонасос потребляет 4 ампера. Теперь я зажимаю ручку газа и тем самым добавляю в работу еще 10 форсунок. Итого получается, что бензонасос вместе с 5 электромагнитными клапанами потребляют 7 ампер. А, вот еще хочу вам показать. Когда форсунки начинают пылить, из двигателя валит густой, тяжелый и даже немного такой зловещий туман. Это туман из керосина. Я, конечно, не ожидал, что так будет. Ну, смотрится довольно-таки необычно. Ладно, с этим разобрались. Кстати, в камере сгорания в самой нижней точке я просверлил небольшое отверстие, чтобы внутри не скапливался керосин. Если при запуске двигателя по каким-то причинам поджог не произойдет, топливо ни в коем случае не должно там скапливаться. Иначе потом, когда двигатель все-таки заработает, там будет гореть целое озеро керосина, и вряд ли турбина этому сильно обрадуется. Далее необходимо проверить, как работает система регулирования давления топлива. Как я уже говорил, давление керосина не просто обуславливается перепускным клапаном, оно еще и подстраивается под давление в камере сгорания. Итак, в простом спокойном состоянии давление топлива у нас 2,5 атмосферы. Теперь я подаю в регулятор воздух, имитируя давление в камере сгорания, и давление топлива должно подняться на такую же величину. Как мы видим, эта система компенсации работает великолепно. Далее нужно проверить систему масла. Кстати, по расходникам. Я посмотрел, сколько стоит специальное турбинное масло, и был в ужасе. Но друзья подогнали мне 5 литров турбинного масла Stets. Там турбины, конечно, другого типа, паровые, но думаю, все равно нам это подойдет. И вот как раз сейчас можно посмотреть, как работает мой уравнемер, сделанный просто из прозрачной трубки. Очень удобненько. Сейчас я хочу запустить систему и посмотреть, какую струю дает мой масляный насос, чтобы иметь представление о его производительности.
Ну и просто нужно прогнать некоторое количество масла, чтобы просто очистить систему от потенциального мусора при сборке. Присоединяем магистраль к турбине и теперь посмотрим, как все это будет работать под нагрузкой. Так, давление установилось на отметке 2,5 атмосферы. Это даже многовато. Ток аж 33 ампера. Да, это, конечно, очень много. Но знаете, я сейчас ничего не буду менять, так как надо посмотреть, как все это будет работать на горячей турбине. Ведь масло там станет гораздо жиже. Я немного пошатал турбину, и чувствуется, что подшипники встали на свой масляный клин, потому что не ощущается вообще никаких зазоров. Я отсоединил шланг возврата масла в турбину, чтобы посмотреть, какой ручей мы имеем после турбины. Ну и в последнем испытании я хочу убедиться, что в камере сгорания происходит поджиг. С помощью компрессора я буду обеспечивать подачу воздуха. Включаю топливный насос и включаю систему зажигания. Судя по запаху, дыму и вылетающей копоти, делается понятно, что в камере сгорания точно есть пламя. Я проделал это несколько раз и убедился, что поджиг работает безотказно. Ну что ж, друзья, пусконаладочная работа проведена, все работает как часики. Кстати, все друзья, которые ко мне приходили и видели эту штуку, почему-то называли ее ракетой. Но мы с вами, конечно, понимаем, что ракетный двигатель — это совершенно другая технология, но звучит красиво. Что ж, давайте этому проекту присвоим кодовое название «Ракета». Предыдущий проект был «Паровоз», а это будет «Ракетой». Звучит вроде неплохо. Ну вот, друзья, все собрано, все пусконаладочные работы проведены, и сейчас мы вплотную подошли к тому самому моменту, чтобы произвести испытание этой ракеты. Ну или, скажем так, хотя бы попытаться ее завести. Лично мне, например, очень интересно, как вообще все это будет работать. Но я думаю, что это материал прям для отдельной серии. Поэтому сейчас я благодарю своих спонсоров, которые поддерживают мой канал материально. И с вами я не прощаюсь, а говорю до встречи на испытаниях.